Возможно ли отношения нарцисса и истерика? И мы сегодня будем говорить не о людях с нарциссическим расстройством личности и истерическим расстройством личности, потому что таких людей не очень много, и так, чтобы это совпало, это в принципе такая казуистика. Мы будем говорить о людях, которые имеют черты нарциссизма и черты истерические, и, собственно, как вот эти люди, если они друг друга встречают, как формируется их пара, почему они друг друга притягивают, какие у них возникают проблемы, как эти проблемы разрешать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами говорим о том, что же происходит, когда вот такая чудесная пара собирается, нарцисс и истерик, что, собственно, какие-то механизмы включаются. Я думаю, это должно быть интересно. Если вам это видео понравится, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Итак, если в общем описать человека с нарциссическими чертами, человека с истерическими чертами, то нарцисс — это человек, которому нужно внимание, какое-то подтверждение его значимости от каких-то конкретных людей. Как правило, это люди, с которыми он находится в отношениях. Он от них получает так называемый нарциссический ресурс. То есть он через манипуляции, бывает, через какой-то свой контроль, через, не знаю, попытку влиять на эмоциональное состояние другого человека, понимает, что он достаточно значим для этого конкретного человека. И это то внимание, которое ему необходимо. Если говорить о людях с истерическими чертами, то это люди, которые привлекают внимание, так сказать, широких масс. Да, им важно внимание значимых фигур, но это могут быть какие-то значимые фигуры, которых они наделили этой значимостью спонтанно. То есть, предположим, в каком-то публичном месте человек с истерическими чертами может заметить кого-то, кто ему кажется каким-то значимым, не знаю, по каким-то внешним атрибутам, и он может стараться привлечь его внимание. Истерики стараются привлекать внимание, в частности, своими перепадами настроения, а точнее демонстрацией перепадов настроения. Потому что у любого человека может настроение поменяться резко, твои внутренние процессы, ты можешь о них никому не сигнализировать, никак не показывать. У истерика ситуация другая. Если он радостен, то он радостен так, что все вокруг это знают, он громко разговаривает, шумит. Если он, скажем, не знаю, в гневе, то опять же это такой театральный гнев. Если он, скажем, грустен, то опять же это такая грусть, которая прямо кричащее такое молчание. То есть он вроде бы грустный, но настолько это невозможно пройти мимо человека, который настолько театрально-драматично грустит. И вопрос, собственно, здесь такой. Совместимы ли два таких ярких, эмоционально насыщенных типа вместе? Могут ли в одной паре находиться два таких человека, каждый из которых просто фестиваль эмоций? Собственно, как я уже и сказал, нарциссу важно находиться в центре внимания, и истерику важно находиться в центре внимания, но нарцисс, ему важно получать это подтверждение его значимости, подтверждение его исключительности. Он использует манипуляции, он использует контроль для того, чтобы это получать. И все-таки нарциссу важно, чтобы это были какие-то конкретные люди, которых он знает, которые будут его как-то подтверждать. То есть ему важно, чтобы это были его, скажем, партнер, не знаю, какие-то члены его команды на работе, какие-то сотрудники. То есть какие-то постоянные люди, которые должны им восхищаться, как будто бы зная его как личность. Истерик же часто привлекает внимание просто каким-то таким театральным, эпатажным поведением. Часто люди с истерическими чертами одеваются ярко, эксклюзивно, эксцентрично. Как я уже говорил, у них часто бывают такие перепады настроения, которые не демонстрируют эти перепады настроения. То есть любое поведение важно, чтобы он находился в центре внимания. Когда человек не может привлечь внимание каким-то просоциальным поведением, он не гнушается и контрсоциального поведения. Грубо говоря, как говорила старуха Шипокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Для того, чтобы прославиться, можно закатить какой-то скандал совершенно на пустом месте, скажем, с продавцом. Или где-нибудь начать, не знаю, упрекать официанта, что какой-то, не знаю, суп пришел холодный. Любое поведение, сопровождающееся шумом, каким-то скандалом, преследует основную цель — это привлечь к себе внимание. По сути, поведение истерика чем-то похоже на поведение ребенка, которому не хватает внимания от родителей. И он понимает, что единственный способ, как привлечь внимание родителей, это, например, разбить вазу. Тогда все сбегутся, конечно же, будут меня наказывать, но, по крайней мере, они будут рядом, я буду чувствовать их присутствие. Или еще аналогия поведения истериков и детей, это когда ребенок, например, хорошо учился, и вдруг он скатился, начинает приносить какие-то плохие оценки. Почему так происходит? Потому что пока он приходил с хорошими оценками, к нему относились, молодец, ты один из нескольких братьев и сестер, которые хорошо учатся. Как только он приносит плохие оценки, каждый раз собирается семейный совет, все обращают на него внимание, все обсуждают, почему ты стал плохо учиться. Ребенок в центре внимания, таким образом он получает то внимание, которое ему необходимо. Такое поведение, если закрепляется, то в будущем человек может иметь такие истерические черты, когда он через эпатаж, через скандал, через какие-то, знаете, такие неловкости, какую-то кринжатину привлекает к себе внимание, просто чтобы находиться в центре этого самого внимания. Как могут люди привлекать первый этап отношений человека с нарциссическими чертами, человека с истерическими чертами, что они в друг друге замечают? Нарцисс в истерике видит, так сказать, такую, живую витрину собственного успеха. То есть представьте, если, скажем, мужчина с нарциссическими чертами, женщина с истерическими чертами, это такая яркая женщина.
женщина, она постоянно шумная, она такая какая-то вот эпатажная, у нее, скажем, если она достаточно просоциальная, у нее там какие-то аксессуары, она вот такая вот, ну, какая-то выглядит просто искрометной. Нарциссу вот рядом с такой женщиной находиться вот важно. Истерик же видит в нарциссе источник постоянного стабильного внимания к себе. То есть получается, нарцисс воспринимает истерика как такой собственный такой атрибут, какую-то ну, дорогую, яркую такую вещь, уделяет ей внимание, потому что он воспринимает это как, ну, это часть меня, часть моего такого, что ли, нарциссического свита, нарциссического атрибута. А истерик, в свою очередь, получает постоянное внимание. Скажем, если это женщина с истерическими чертами, вот нарцисс постоянно уделяет ей внимание, она постоянно перед ним эпатирует, и он как бы вот, собственно, дает ей то, что ей нужно. Что это то, что происходит на первом этапе. Что же эту пару ждет в долгосрочной перспективе? Ну, давайте возьмем для примера, что мужчина с нарциссическими чертами, женщина с истерическими чертами. Так просто чаще бывает, конечно, бывает и наоборот, но вот разберем такую ситуацию. Нарциссу очень важно в отношениях быть исключительным. Ему важно, чтобы вот он был в центре внимания. Женщине с истерическими чертами тоже важно быть в центре внимания, она должна это внимание постоянно получать. То есть очень быстро обнажается такой конфликт, что каждый видит себя центральной фигурой в этих отношениях, ну и, соответственно, как бы другой с этим не согласен. Нарциссу важно от своей женщины получать постоянные такие вот подтверждения того, что он особенно умный какой-то, он исключительно какой-то знает, как правильно зарабатывать. Он, если вот есть какой-то вот, не знаю, там теория, он знает какую-то альтернативную версию более правильной этой теории. То есть он такой какой-то вот такой фельдеперсовый, весь необычный такой вот и уникальный. А женщине важно постоянно получать от своего мужчины вот это вот внимание, и она все активности какие-то предлагает такие, чтобы вот она была там в центре внимания. Какие-то вот походы куда-то, не знаю, любые вот деятельности их совместная. Она там должна привлекать к себе внимание, что для нарцисса очень травматично, потому что мы помним, нарцисс постоянно, когда себя с кем-то сравнивает, есть кто-то, кто на первом месте, и есть кто-то, кто на последнем месте. То есть если нарцисс со своей женщиной с истерическими чертами куда-нибудь пришли, она начинает своими там, не знаю, перепадами настроения или каким-то там шумным эпатажем привлекать к себе внимание, он чувствует себя в тени ее, то есть она на первом месте, а я, соответственно, сваливаюсь туда в это вот нарциссическое ничтожество, такое вот, пузырь вздувается. Соответственно, тут постоянные такие вот у них итальянские страсти. У них постоянные скандалы, они постоянно пререкаются, постоянно каждый друг с другом как-то вот не согласен. Конфронтация здесь происходит таким образом. Истерик использует свои эмоциональные состояния, чтобы привлечь внимание нарцисса. То есть, грубо говоря, женщина постоянно находится в настроении, которое вот секунду назад было непредсказуемо. То есть постоянные такие резкие перепады настроения. Нарцисс, хочет не хочет, обращает на это внимание. Со своей стороны, нарцисс старается вернуть себе контроль тем, что обесценивает и так вот холодно, пассивно-агрессивно не замечает вот эти вот эмоциональные перегибы. То есть мы можем себе представить такую картину, часто такое в публичных местах можно увидеть. Идут мужчина и женщина, женщина очень недовольна, она скандалит, потом что-то вот ей еще что-то не нравится, у нее какие-то вот такие вот яркие эмоции, а мужчина делает вид, что просто ее не замечает. Вот это примерная картина, как выглядел бы мужчина с нарциссическими чертами и женщина с истерическими чертами. Она на изломе, на таком перекале пытается эмоциями привлечь к себе внимание, а он своей вот этой какой-то холодностью, какой-то непредвзятостью, какой-то прям такой жестокой отстраненностью постарается поставить свою женщину, так сказать, на место, а рядом с нарциссом любое место это второе место. То есть вообще, в принципе, отношения нарцисса и истерика возможны, они будут сопровождаться постоянными вот какими-то конфликтами, яркими каким-то вот этим выяснением субординации, что ли, в отношениях. Если людям это невыносимо, то такие отношения, они очень быстро заканчиваются. Но часто бывает так, что нарцисс и истерик кликают, и их поведение взаимокомпенсирует друг друга. То есть нарциссу важно находиться, например, с яркой женщиной, если мы говорим о нарциссе-мужчине, а женщине-истерику важно находиться рядом с мужчиной-нарциссом, потому что он все-таки уделяет ей внимание, и даже когда он как-то своим каким-то холодом или попыткам как-то ее эмоционально раскачать на нее воздействует, ей вроде бы как плохо в этот момент, но она находится в центре внимания. Вспоминаем здесь ребенка, который привлекал к себе внимание в детстве какими-то плохими поступками, и даже когда его наказывали, даже когда его там физически как-то шлепали, все равно он был в центре внимания, это для него было важно. Для него это было важнее, чем просто какое-то вот игнорирование. Поэтому бывает так, что женщина-истерик находится рядом с нарциссом именно из-за того, что он ее постоянно абьюзит, она находится в центре внимания, когда он ее абьюзит. А нарцисс находится рядом с женщиной-истериком, потому что она вот такая вот яркая, она вот такая вот, заполняет любое пространство, куда они приходят. Ну и самое главное, если она терпит его вот эти вот абьюзивное поведение, если она удерживается, это в свою очередь повышает его самозначимость. То есть она вот такая классная, такая яркая, я вот с ней не разговариваю, она все равно со мной остается, потому что что? Потому что я такой исключительно классный, важный вообще и суперзначимый. Надо понимать, что когда мы говорим вот нарцисс и истерик, возможно ли у них отношения, мы говорим о двух каких-то людях. И у этих людей есть нарциссические черты, истерические черты, и это черты не все, которые есть у человека. То есть человек состоит не только из нарциссических черт и из истерических черт соответственно. Если эти два человека понимают, что им важно находиться вместе, они понимают, что у них есть какие-то вот особенности, они понимают еще, что у них, у другого человека есть какие-то другие особенности, и мы как-то вот так вот где-то не совпадаем, то над этим можно работать. Здесь вопрос, чтобы была определенная критика. Человек понимал, что да, у меня есть вот какие-то особенности,
особенности. Для меня в отношениях важно вот это. Для меня важно получать свое какое-то вот, не знаю, понимание своей исключительности. Или для меня вот женщина понимает, что важно получать внимание очень много, больше, чем другим людям. Возможно, мне необходимо внимание. Если люди осознают эти свои особенности, над этим, конечно же, можно работать в формате психотерапии. Также у меня есть курс, который называется «Про отношения». На этом курсе мы работаем над тем, как понимать, в каких взаимоотношениях ты находишься, как понимать, что происходит с тобой, что происходит с другим человеком. Если ты понимаешь, что тебе эти отношения не нравятся, как из этих отношений выйти, как восстановиться после выхода из отношений, как вступить в новые отношения, на что обращать внимание, чтобы не наступать, так сказать, на те же грабли. Ссылка на этот курс есть у меня под видео. Я периодически запускаю новые потоки, поэтому можете посмотреть там общую информацию. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, встречали ли вы такие пары, когда вот идет мужчина-нарцисс, женщина-истерик. Наверняка вы их где-то видели. Это вот всегда очень такие яркие пары, которые просто невозможно пройти мимо. Также напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат видео. Если вам нравится, я буду продолжать записывать. Если видео, в принципе, понравилось, поставьте лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.